Это Лин Водотян. Тут ем мармелад. Ну что, приготовим что-нибудь сладкое? Новогодние сладости. Новогодние сладости. Сегодня я буду готовить имбирное печенье, мятное печенье, кексы новогодние со всякими классными украшениями. Вот. И хочу сделать меренговый рулет. Я его буду делать вообще в первый раз в жизни, и вообще меренгу буду в первый раз в жизни делать, поэтому я надеюсь, я не накосячу. Ну, вроде как бы руки не занятся, я вроде как бы что-то готовлю. Но я постараюсь. Я думаю, что у меня получится. Если у меня получится, то думаю, у вас получится. Может быть, даже удачнее. Типа, вот. На мне сейчас такие красивые фарточки. У меня вот тут красивые еще фарточки. Еще есть. Вот так, ой. Они, кстати, недорогие. Я их покупала на Алиэкспресс в распродаже. Они, в принципе, недорогие, красивые. Приходят за месяц. Ссылку я на них, кстати, тоже оставлю в описании. Ну, если захочешь, можешь купить. Типа, это не реклама, это просто моя рекомендация. Мне не нравится. И теперь шли. Оставлю все рецепты, все граммовки и все остальное, что я буду готовить сегодня, в описании. Просто заходи и зри. Ну что, давайте перейдем, наверное, к готовке. Давай, делай подписку, давай, делай лайк и, короче, погнали. 400 грамм сахара мы отправляем в кастрюлю с толстым дном, кастрюлю отправляем на огонь. Перемешиваем сахар, чтобы он у нас равномерно растворился и не подгорел. Если вы ребенок, вы решили сделать это, то делайте, пожалуйста, с родителями, потому что как-то я тоже топила карамель, и у меня остался шрам на ноге, но это уже другая история. Когда наша карамель растаяла, добавляем 160 мл горячей воды. Делаем это аккуратно, потому что карамель начинает шипеть, кипеть. Добавляем 150 грамм сливочного масла и перемешиваем, чтобы все разошлось у нас равномерно. А теперь наши пряности. Ложка соды, пол-ложки соли, 3 ложки корицы и 3 ложки имбиря. Отправляем их в кастрюлю. Их тоже надо аккуратно засыпать, потому что сода плюс карамель равно дикое бурление, шипение и увеличение в размерах. Перемешиваем все. А теперь выключаем огонь, снимаем кастрюлю и оставляем ее остывать. Итак, наша карамель остыла. И потихоньку начинаем вводить муку. И все хорошо перемешиваем. Добавляем одно яйцо и продолжаем перемешивать. Когда становится трудно перемешивать ложкой тесто, то посыпаем стол мукой, выкладываем тесто на стол и замешиваем руками. Самое главное в этом не забить тесто мукой, чтобы оно оставалось эластичным. Тесто должно оставаться чуть липким к рукам. А теперь можно его положить в пакет или завернуть в пищевую пленку. А теперь убираем в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь. А теперь перейдем... Стоп. Удели мне пару секунд. Так вот, мне стало интересно, сколько я делала этот видос. Оказывается, я делала его 18 часов. 18 часов. Сколько на монтаж я потратила, я точно не знаю, не считала. Так вот, труд блогера — это как бы не хухры-мухры. Так вот, пожалуйста, поставь лайк, подпишись, прокомментируй это, пожалей меня. Все, приятного просмотра. Я не знаю, что ты будешь делать с этой информацией, но живи теперь с этим. 18 часов. Снимала я это все.
на ночь. А теперь перейдем к творожным капкейкам. Нам понадобится 140 грамм сахара, сливочное масло 120 грамм, перетереть масло с сахаром и добавить 3 яйца. Все это хорошенько перемешиваем. Я забыла сказать то, что я делаю на видео 2 раза больше. Все граммовки я говорю на 10 порций. Добавляем ванилин или ванильный сахар, разрыхлитель в муку, добавляем творог 200 грамм, перемешиваем все. А теперь 220 грамм муки добавляем и потихоньку перемешиваем, чтобы у нас не остались комочки муки. Ну а теперь осталось разложить по формочкам. В формочку кладется 1 или 1,5 ложки, это смотря какого размера у вас формочки. Отправляем в разогретую духовку до 180 градусов и выпекаем 20-25 минут. А теперь я представляю вашему вниманию мятное печенье. Для этого нам понадобится сушеная или свежая мята 25 грамм, сливочное масло 100 грамм, сахар 100 грамм. Хорошо перебиваем эту смесь блендером. 1 яйцо и продолжаем перемешивать. Постепенно вмешиваем 200 грамм муки с разрыхлителем, накрываем пленкой и убираем в холодильник на несколько часов. А теперь меренговый рулет. 5-6 белков, щепотка лимонной кислоты, немного соли, немного перца, немного любви. Ну и взбиваем до пышной пены. 250 грамм сахара мы делим и всыпаем в 3 приема и взбиваем до пышных пиков. Добавляем 20-25 грамм кукурузного крахмала и перемешиваем это лопаткой. На застеленный пергаментом противень выкладываем и размазываем 140-170 градусов и выпекаем 30 минут. А для начинки мне понадобятся взбитые сливки и ягоды. Ягоды у меня это клубника, ежевика и черника. Взбиваем блендером, добавляем ягоды постепенно. И знаете, такой получается, как будто творожный крем. Достаем меренгу, мажем наши взбитые сливки, сворачиваем. То, что он ломается, это не страшно. Ну вот, и все готово. А теперь пришло время наших мятных пряников. Берем маленькими кусочками, шариками, скатываем, потом приплюскиваем. Лучше смазать маслом руки, чтобы тесто не прилипало. А потом делаем на них рисуночек, либо мы можем не делать на них никакого рисуночка. Выпекаем 20-25 минут, 180 градусов. Время имбирного печенья. Наше тесто пролежало в холодильнике около 4 часов, оно готово. Теперь можем его делить и раскатывать. Вот, оно становится твердым, таким тугим, его прям почти нереально разрезать. Раскатываем его, чтобы примерно было 2 миллиметра толщиной. У меня будет несколько форм, это елочки, шарики елочные. И отправляем их в духовку 180 градусов, выпекаем 7-9 минут. Наших имбирных пряников. Это айсинг. 3 белка, сахарная пудра 600 грамм, щепотка лимонной кислоты, ну и краситель по желанию. На самом деле я вначале очень сильно затупила, потому что я хотела сделать на одном. Пересыпала очень много сахарной пудры, и мне пришлось сделать как раз таки по этому рецепту. Все исправила, все отлично. Ну что ж, пришло время раскрашивать пряники. Разукрашивайте как вашей душе угодно. Здесь просыпается внутренний ребенок. Если вам нужны идеи, зайдите на Pinterest. А теперь сделаем шапочки для капкейков. Первое — это сыр маскарпоне, сливки и карамель. Второй вариант — это просто взбитые сливки. Я разделила их на 2 части. Одна часть белая, вторую покрасила в голубой. Взбитые сливки я решила украсить пищевыми блестками и голубыми вафельными шариками. Капкейки с маскарпоне я решила украсить кокосовой стружкой и большими серебряными бусинами. Ну вот и все готово. Тут я собираю коробочки. А вам большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте свой комментарий, кушайте вкусно, живите не скучно. До новых встреч!